причиной, для чего заниматься музыкой. Я как фотограф могу вам вот такой момент объяснить. Когда вы снимаете какие-то быстрые вещи, как движения, прыжки и так далее, вам нужно чувство ритма, потому что, допустим, человек, когда прыгает, вот он раз, два, три, четыре, то есть он, грубо говоря, прыгает раз, и два, и три, и вот вы в этот прыжок, вот в этот «и» должны нажать кнопочку. Вам, даже большинству из вас, как обычным гражданским людям, которые тоже не музыканты, но которые когда-нибудь держали в руках гитару, эти знания пригодятся, потому что это позволит вам... Всем привет, друзья! И сегодня у нас необычный видос, но немножечко попозже вы посмотрите и вы поймете, почему же все-таки он здесь уместен. Сегодня у нас распаковка. Распаковка вот такой вот большой штуковины. Это гитара. Зачем нужна гитара фотографу? И вообще, как бы, зачем она нужна? Об этом будет немножечко попозже. Да, но я хотел подчеркнуть, что все-таки это важно. Гитара и вообще любой другой музыкальный инструмент для фотографа — это вещь не то чтобы необходимая, но в качестве прибора, который позволяет хорошо практиковаться и нарабатывать какие-то навыки, это нужно. Вот, итак, сегодня у нас на распаковке получена из магазина Big TV электрогитара. Гитара куплена на мои деньги, но магазином Big TV я пользуюсь очень давно. Я много раз покупал там. Магазин могу посоветовать, как магазин вполне надежный, вполне нормальный. Вот, тем не менее, были, конечно, вопросы у меня с доставкой, потому что вот тот же самый Боксбери, вместо того, чтобы привезти 10 числа, привез его 14-го, 4 дня задержки посылки из Москвы в Москву. Я считаю, что это много. Вот, поэтому Боксбери особо не рекомендую, но тем не менее Big TV магазин хороший, магазин, в котором покупать можно, и поэтому мы начинаем сейчас нашу распаковочку. И сразу вместе с распаковкой я покажу вам, как проверить гитару, как понять, что гитара нормальная или ненормальная. На самом деле, если совсем по-честному, в процессе приемки в магазине, конечно же, я ее посмотрел. Но, тем не менее, вам сейчас все внимательно покажу. Покажу, как понять, что гитара нормальная и как ее настроить самому в первый момент, когда вы ее купили. Естественно, гитару после того, как вы ее даже сами настроили, необходимо все-таки отнести к мастеру для того, чтобы он там подровнял лады, всякая такая фигня. Но в момент покупки вы в любом случае должны убедиться, что с инструментом все хорошо и что нету никаких страшных подводных камней. Итак, начинаем открывать. Вот у нас есть такая большая коробочка, я ее, если честно, уже открыл. И внутри лежит вот такая вот... Иди сюда! Гитара! Завернута вот в такой вот беленький пакетик. В принципе, гитара была упакована герметично, поэтому по поводу доставки могу не беспокоиться. Если ее не кидали, то с ней, в принципе, все хорошо. Вот. Сверху у нас на резиночке висит пакетик. В пакетике у нас... В пакетике у нас, сейчас скажу, что. В пакетике у нас, скорее всего, какой-нибудь паспорт или гарантийный талон. Да. В пакетике у нас вот такой вот гарантийный талон. И краткая инструкция по эксплуатации, как что здесь делать. К сожалению, на русском языке нет. Есть английский и еще какой-то. Так, кроме этого, в пакетике есть у нас ручка для тремоло. И у нас есть вот такой вот набор ключиков. Дальше. Когда вы покупаете гитару, когда вы ее покупаете, неважно какую, новую или бэушную, вы в любом случае должны сразу посмотреть, насколько есть проблемы в этой гитаре или насколько этих проблем нет.
И в первую очередь вы должны понимать, что у электрогитары самая важная часть, самая важная, самая ответственная часть, которая может помешать вам играть на этой гитаре, это гриф. Дело в том, что гриф может быть кривой, он может быть вентилятором по-всякому, поэтому делается следующим образом. В первую очередь, когда вы покупаете гитару, неважно, бэушную покупаете или новую гитару, вы должны убедиться в том, что гриф не имеет никаких поворотов. То есть гриф идеально ровный, в одной плоскости. Как это проверяется? Вот сейчас я вам покажу. Вот смотрите, когда вы смотрите вот на лады, они должны у вас уходить ровной лесенкой. То есть не должно быть никаких волн по плоскости вот так вот. То есть она не должна, лесенка, уходить ни вот так, ни лесенка не должна уходить вот так. То есть лесенка должна быть идеально ровной. Вот. После этого, в принципе, если гитара новая, уже можно эту гитару и брать. Если вы берете бэушную гитару, то надо на этой гитаре еще посмотреть, как работают все крутилки на гитаре. То есть, значит, ее, получается, как минимум надо подключить. И надо убедиться, как у гитары работает переключалка. Как сказал один гитарный блогер, теребонька. Теребонька. Очень удобно ее теребонькать. Освобождаем гитару от всего лишнего. Да, кстати, когда вы гитару, сейчас, кстати, вот холода, морозы, вы должны понимать, что если вы гитару принесли с мороза, то желательно ей бы полежать в каком-нибудь теплом месте, прямо в упаковке, для того, чтобы у нее температура выровнялась с температурой помещения. И полежать ей желательно, ну, скажем так, хотя бы часов 5-6. Вот. После этого, когда вы принесли гитару домой, у вас есть следующий пункт, который вы должны будете сделать. Вы должны будете настроить гитару. Вот, к этой гитаре, электрической гитаре, вам нужен либо тюнер, вот такая прищепочка сюда прицепляется, либо вы можете взять мобильный телефон, скачать какое-нибудь бесплатное приложение типа Guitar Tuner или Guitar Tuna называется. Или у Fender даже есть прямо Fender Tuner, прямо называется приложение. Оно тоже бесплатное, там тоже есть приколюхи. И, кстати, на фендеровском приложении, в отличие от приложения Guitar Tuna, во-первых, вы можете настраивать гитару в разных строях. В Guitar Tuna это все делается за денежку. Но я сейчас, давайте-ка сделаем как. Я сейчас эту гитару подключаю к девайсу, который называется гитарный процессор. Я, кстати, по поводу гитарного процессора тоже в ближайшее время, наверное, сделаю небольшой видеоотчет, да, о том, что это такое. Вот такой вот у меня есть гитарный процессор. Называется Boss GT001. Интересная приколюха в том плане, что он умеет записывать в GarageBand MIDI гитару, переводить в MIDI. Это, кстати, ради этого как раз эту штуковину я и взял. Штуковина слегонца устаревшая, я взял ее бэушную, я взял ее на Авито. В пределах десятки такая штуковина стоит. Поэтому, в принципе, с гитарным процессором вот такую вот штуковину, не знаю, на самом деле, могу я вам посоветовать или нет, потому что сейчас есть за такие же деньги. Девайсы намного более веселые и интересные, но я взял ее ради того, что она умеет воспринимать MIDI, и ради того, что я вообще любитель Roland и Boss. У меня уже есть Boss RC505, и как раз этот Boss является дополнением к моей коллекции девайсов Boss. Вот. Поэтому давайте начинаем. То есть нам еще нужен будет сейчас, для того, чтобы настроить гитару, нам нужен будет провод. Тоже гитарный провод вы должны будете сразу купить, потому что гитарный провод гитарный провод вещь специфическая. Вот такой вот гитарный провод я взял. В принципе, я взял недорогой, но по большому счету, в принципе, мне, я думаю, будет нормально. Подключаем и давайте настраивать гитару. Да, у практически любого процессора есть такая штуковина, называется тюнер. Поэтому при помощи тюнера вы сможете настроить, в принципе, без всяких проблем гитару. И мы сейчас должны будем с вами еще понять еще один момент.
Но опять-таки это уже в процессе покупки, это не будет так важно. Настройка мензуры, я тоже сейчас это покажу. Вот, к настройке мензуры мы сейчас с вами придем. Итак, включаем тюнер. Вот. Слышите бряк по струнам? Это как раз то, что необходимо нести к мастеру для того, чтобы он заполировывал струны, в смысле лады. Сразу могу сказать про колки. Не очень хорошие колки на этой гитаре. Есть провальные мертвые зоны. То есть, грубо говоря, когда вы затягиваете или когда вы отпускаете гитару, в смысле струну, там есть прямо заметный люфт. То есть между положением натягиваем и отпускаем, там есть какой-то провал. Это не очень хорошо. Вот на этом колке я заметил эту тему. Да, к гитарному процессору можно просто подцепить колонку. И получился маленький комбик. 5 сек. Так, я тут уже эффектов накрутил, ой-ой-ой. Собственно говоря, вот первоначально выяснили, что гриф прямой, выяснили, что гриф у нас без всяких этих вентиляторов. Вот, и давайте теперь следующий вопрос. То есть гитару мы вроде бы настроили. Но есть один нюанс, связанный с тем, что, во-первых, у гитары, вот у этой сейчас немножко больно высокая высота струн. То есть вот здесь получается высота где-то порядка, не знаю, 5 миллиметров. Струны будем опускать, то есть опускать будем где-то миллиметров до 2, чтобы было вот так. И есть еще один момент, связанный с тем, что вот когда вы делаете струну, сейчас, вот, у вас для того, чтобы гитара нормально строила, надо, чтобы на 12-м ладу это была тоже Е. Так вот, здесь немножко завышает. Это говорит о том, что у меня струна неправильно здесь стоит. Это значит, что нужно настраивать мензуру. Мензура настраивается элементарно, то есть делается каким образом? Вот здесь. Вот в этом месте как раз для чего нам и дали отверточки, в смысле шестигранники, для чего нам дали весь инструмент. Мы можем, получается, здесь сейчас сделать что? Мы можем сдвинуть положение в бридже, мы можем на бридже подвинуть струну, то есть положение, откуда струна пляшет, тем самым уменьшив или увеличив длину. То есть вот у нас сейчас получается струна, когда мы зажимаем ее здесь, она слишком высокая. Это говорит о том, что нам надо увеличивать длину струны для того, чтобы тон здесь был немножко поменьше. То есть мы, получается, должны бридж немножко сдвинуть туда. Вот. И таким образом еще настроим мензуру. Но мензура настраивается в последнюю очередь уже после высоты струн, потому что вполне возможно все будет нормально. Есть еще один момент. То, что есть вот здесь вот внутри грифа штука называется анкер. Анкер — это такой металлический стержень, который идет здесь и который, в принципе, выполняет роль позвоночника гитары, позвоночника грифа. Суть какая? Когда струны натягиваются, гриф пытается вот изогнуться вот так. А вот этот стержень, который идет вот здесь, он ее выгибает обратно. То есть и вы можете просто натяжением вот этого стержня, кстати, вот регулировочное отверстие сейчас. Вот здесь вот есть регулировочное отверстие.
Туда при помощи шестигранника мы можем затянуть анкер. Если мы затягиваем анкер, то гриф у нас выгибается вот в обратную сторону. Соответственно, он компенсирует натяжение струн. Каким образом выяснить еще, кстати, да, нужно нам затягивать анкер или нет. Берем первый лад и берем седьмой лад. И между ними, вот здесь должен быть минимальный практически зазор на струне, то есть между струной и серединкой. В смысле, между струной и ладом должно быть прямо чуть-чуть, доли миллиметра. В принципе, оно здесь и есть. Струна не лежит, получается, у нас на ладу с одной стороны, да, но с другой стороны, ну, сильно меньше. Миллиметр, ну, наверное, меньше даже, чем полмиллиметра. Значит, в принципе, нам анкером сегодня не надо будет ничего рулить. Вот, но надо будет высоту струн немножко опустить. И надо будет настроить мензуру. Итак, в принципе, совсем разобрались. Проверяем все регулировочки. Это у нас бридж. Бридж плюс центр. Чисто центр. Бридж плюс нековый, центр плюс нековый. И чисто нековый. Все штучки работают. Громкость работает. Тембры работают. Да. Гитара, в принципе, полностью функциональна. То есть у гитары нет никаких технических нюансов, связанных с тем, что она какая-то неправильная. Вот. И давайте-ка тихонечко сейчас начнем регулировать высоту струн. Вот. Каким образом регулируется высота струн на электрогитарах? Здесь на бридже есть, получается, вот такие упоры. То есть эти упоры нам нужно сделать ниже. То есть это просто берем шестигранник и шестигранником аккуратненько опускаем вниз струны, чтобы они были до нормального положения. Так. И опять-таки нам надо, чтобы вот эти штучки, они были прямо ровные. Ровно в плоскости. И давайте-ка сейчас сначала настроим шестую струну. Вот. Приведем ее обратно к Е. Обантыс, смотрите. И мензура строить сразу начала по-другому. Да, кстати, вот тоже нюанс, связанный с тем, что чем выше струна находится, тем больше вы длину струны изменяете, когда вы зажимаете лад. И вот когда вы зажимаете лад и у вас струна, получается, немножко поднатянулась, из-за того, что она поднатянулась, она немножко тон меняет. Соответственно, вот у меня здесь сейчас Е правильная. Для того, чтобы нам ровно все струны сделать, нам надо будет сейчас взять какую-нибудь железную линеечку и линеечкой выставить такой же зазор, какой у нас сейчас стоит на вот этой шестой струне.
ради интереса посмотрим мензуру. Угу. Попало. Попало. Почти попало. Но прямо чуть-чуть не попало. Вот эту четвертую струну. Ну тоже прямо самую малость. Здесь попало. Здесь вот завышает. То есть получается нам нужно вот смотрите, первая струна, да? Вот у меня осталась только первая струна не настроенная до конца. Вот, так Е, хорошо. На 12-м ладу, видите, она уползла вверх. То есть на 12-м ладу, значит, получается, у меня мензуру не строит. Тут Е, а тут фиг знает чуть-чуть выше. Так. Сначала ослабляем струну, чтобы не щелкнуло. И нам, значит, надо вот этот кусок, нам надо увеличивать. То есть, значит, получается, что мы сейчас должны вот этот фиксатор на бридже должны немножко сдвинуть в эту сторону. Затягиваем. Именно поэтому обратите внимание, что я струну ослабил, потому что струна будет подтягиваться, когда мы двигаем в ту сторону. Струна будет подтягиваться, соответственно, у нас она может лопнуть. И вот чтобы не получилось никаких неприятных приключений, сначала расстраиваем гитару, настраиваем опять. Вот. Вот у нас Е и на 12-м. Ну вот уже почти, да? Чуть-чуть вот еще надо. Вот прямо самые полшишечки. Даже чисто гипотетически, может быть, и оставить даже так. Вот, собственно говоря, мы на первой струне настроили сейчас мензуру. Практически все попало. Я даже не вижу смысла особо трогать мензуру. Вполне возможно, что даже тут, в принципе, даже с завода все хорошо настроено. Все, собственно говоря. И давайте-ка в двух словах все-таки вам расскажу, для чего фотографу музыкальный инструмент. Во-первых, если вы снимаете какие-то видео, бэкстейджи, то если вы вдруг когда-то в детстве играли на гитаре, то, во-первых, вам это дело пригодится. Многие, наверное, даже не заметили, но у меня на подкладе, на большом количестве моих видосов лежит музыка, написанная прямо мной. Вот. То есть вам ничего сложного нету, вы можете просто найти какие-то красивые прогрессии аккордов в том же интернете, если вам интересно, я могу ссылочку оставить. То есть, грубо говоря, если вы, допустим, наложите какую-то там условную партию из 3-4 аккордов, которая будет нормально циклически повторяться, то, в принципе, наложите ударники, как накладывать ударники на музыку, я вам показывал в одном из предыдущих видео. Вот, сделать немножечко баса, да, опять-таки это можно сделать либо при помощи того же GarageBand, либо вы можете сделать это при помощи той же самой гитары. Вот, грубо говоря, какая-то лид-партия, какая-то бас. Вот, и по большому счету, любую песенку вы можете сделать к себе на канал совершенно бесплатно, сами.
И это, во-первых, и вам интересно, и гордость какая-то, да, что вы какую-то композиторскую тему вытягиваете. Вот. По поводу прогрессии аккордов, то что-нибудь простое. Вот гитара уже уползла, струна, видите, только что натянутая. То есть это ее еще пару раз настроить, и все будет нормально. Вот. И вы добавили какие-то прогрессии аккордов, добавили ударники, добавили какую-то бас-партию, добавили лид-партию. И вот у вас, пожалуйста, мелодия, которую вы, в принципе, сами под себе, под песенку сделали. Но это еще не самое главное, что является причиной, для чего заниматься музыкой. Я, как фотограф, могу вам вот такой момент объяснить. Когда вы снимаете какие-то быстрые вещи, как движения, прыжки и так далее, вам нужно чувство ритма, потому что, допустим, человек, когда прыгает, вот он раз, два, три, четыре, то есть он, грубо говоря, прыгает раз, и два, и три, и вот вы в этот прыжок, вот в этот «и» должны нажать кнопочку. Чувство ритма, если у вас появляется, то есть если вы начинаете его у себя развивать, то вам попадать вот в правильный момент очень становится легче. Я в ближайшее время сделаю еще несколько видосов такого же плана с разбором того, к чему теперь эту гитару подключать и как ее подключить к компьютеру. Также расскажу про очень интересный девайс, называется лупер или циклятор, да, петлятор. В принципе, тоже очень полезная, интересная штука. Да, быстренько про процессор еще покажу, пока вы никуда не ушли. Суть какая? Что процессор позволяет сделать из звука гитары что-нибудь другое, например, вот. И вот про такую вот и веселую приколюшку я сделаю еще видос, потому что, вот, допустим, в принципе, практически любого гитарного процессора есть очень много всяких интересных примочек. Потому что гитарные процессоры, они специально были задуманы для того, чтобы каким-то образом преобразовывать звук. И на самом деле настоящие музыканты, конечно, сейчас будут надо мной смеяться, да, будут говорить, что есть такая штука, как педалборд, есть такая штука, как примочки, и что эти примочки на педалборде намного лучше звучат, чем гитарные процессоры. Да, я с этим согласен, но если вы делаете музыку на подклад и если вы просто занимаетесь для себя, то гитарного процессора вам вполне достаточно, и бюджет будет совсем другой, потому что вы можете взять гитарный процессор какой-нибудь стоимостью до 10 тысяч рублей, а примочка самая дешевская стоит рубля 2-3. Соответственно, если вы даже возьмете там 3 примочки, это будет все равно меньше, чем гитарный процессор, с учетом того, что вам еще нужен будет усилок, вам еще нужна будет колонка или комбик. И, грубо говоря, вот этими 3 кнопочками, 3 педальками по 3000 рублей у вас это дело все не обойдется. Элементарно. Совершенно просто накручивается, да вы даже можете готовые пресеты там пользовать. На самом деле в гитарных процессорах вы можете это дело и наруливать. Немножко спойлерю, я покажу вам, как наруливать звуки на гитарном процессоре. Это будет, конечно, опять-таки, да, любительский видос. Вы сами понимаете, что я далеко не музыкант и не претендую. Но, тем не менее, вам, даже большинству из вас, как обычным гражданским людям, которые тоже не музыканты, но которые когда-нибудь держали в руках гитару, эти знания пригодятся, потому что это позволит вам выпрыгнуть, да, и выйти на какой-то другой уровень, и вы можете делать музыку сами, можете просто как хобби этим заниматься. Интересная тема, настоятельно рекомендую вам в эту тему немножечко вникнуть. Кстати, да, большинство из вас еще, скорее всего, после музыкальных школ, это тоже момент такой важный, поэтому про гитарные процессоры будет у меня отдельный видос. Будет также у меня отдельный видос про Boss RC505. Это совершенно другая тема вообще. Это тема, которая позволяет полностью делать композицию музыкальную даже без компьютера. Вот. Но это будет не сегодня. Поэтому не забывайте нажать лайк и подписаться на канал. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы увидеть уведомления моих новых видео. Всем удачи и всем пока!